Всем привет, я Саша, добро пожаловать на мой канал. Сегодня я покажу, как приготовить один из любимых осенних десертов – La Tarte Frangipane au Prune. Или сливовый тарт с вкусным миндальным кремом. Это так вкусно и очень просто делать. Следите за руками, поехали! Первым делом готовим тесто для основы. Сладкое песочное тесто. Для этого рецепта понадобятся только желтки. Оставшиеся белки можете использовать в других рецептах. В чашу помещаем размягченное сливочное масло и перемешиваем в крем с помощью миксера. Где-то 30 секунд. Добавляем сахарную пудру и снова взбиваем на средней скорости до светлой кремовой массы. Около минуты. Добавляем желтки один за другим, хорошо перемешивая после каждого добавления. Затем просеиваем пшеничную муку, добавляем немного соли и перемешиваем с помощью лопатки, пока тесто не соберется вместе. Получается такое мягкое тесто, которое не липнет к пальцам, когда его трогаешь. Делаем шар и немного приплющиваем. Заворачиваем в пищевую пленку и в холодильник на 2 часа. Дальше делаем франжипан. Снова кремируем масло с помощью миксера, добавляем сахарную пудру и снова на средней скорости в светлый крем. Около минуты. Добавляем яйца комнатной температуры, одно за другим, дожидаясь, когда первое вмешается, прежде чем добавить следующее. Добавляем миндальную муку и взбиваем на средней скорости до объединения, где-то 30 секунд. Затем добавляем миндальный экстракт и немного темного рома. Снова смешиваем до объединения. Закрываем пищевой пленкой и помещаем в холодильник на 2 часа. Когда тесто отдохнет и охладится, присыпаем мукой столешницу и скалку. Раскатываем тесто до размера формы. Если нужно, добавляйте немного муки. Делаем все достаточно быстро, чтобы тесто не разогревалось и не таяло. Затем с помощью скалки переносим тесто в форму. Аккуратно размещаем тесто в форме, помогая руками. Затем подрезаем края с помощью ножа. Делаем на дне несколько проколов вилкой и помещаем в морозилку на полчаса. Тем временем готовим сливы. Просто моем, сушим, разрезаем пополам и удаляем косточку. Можно оставить половинками, можно порезать мельче. Наконец, разогреваем духовку до 200 градусов Цельсия. Выкладываем франжипан в основу и распределяем равномерным слоем с помощью лопатки. Сверху размещаем половинки слив. Не давим, не утапливаем, просто помещаем сверху. Сверху немного сахара, я использую коричневый. Ставим в духовку и тут же уменьшаем температуру до 180 градусов Цельсия. Выпекаем, пока франжипан не поднимется, не подрумянится, а сливы не приготовятся. Где-то 45 минут. Даем немного остыть и достаем из формы. Кстати, я использую разъемную форму, из нее все легко достается. Тарт можно есть теплым или холодным, подавать шариком ванильного мороженого или взбитыми сливками, как пожелаете. Какой для меня? Вот этот или вот тот? Оба. Окей. Боже мой, выглядит фантастически. Это так вкусно. Здесь и немножечко кислого, и немножечко сладкого. Это так вкусно. И даже миндаль чувствуется. Мне нравится. Мне кажется, остальное это все для меня. Спасибо большое. Список ингредиентов вы найдете под видео. Спасибо за ваши лайки и комментарии. Не забывайте подписываться на канал. Всем отличного дня. Пока-пока.